Итак, лекция у нас о чем? Лекция у нас нафига вообще сюда приезжать. Нифига сюда приезжать. Вот. И одна из причин, по которой сюда все еще стоит ехать, это то, что здесь совершенно другой ритм жизни, и он немножко, по крайней мере, совершенно точно по сравнению с нами, напоминает старый, древний уклад жизни, где было только то самое, как сказать, деревни, сельское хозяйство, всем всего хватало, и не было такой дикой конкуренции во все. Плюс благоприятный климат, плюс плодородные почвы. Эти все вещи, они совершенно не случайно совпали. Там, где есть Гималаи, это же морское дно, которое было поднято при столкновении этих самых тектонических плит на 4000 метров. Соответственно, все реки, которые текут вниз с Гималаев, они тащат ил, плодороднейшую почву. Поэтому цивилизации на всех гималайских реках древние цивилизации. Инд, Ганг, Сутледж, и там с той стороны те самые Брахмапутра. Плодородная почва, много дождей, не бывает засухи. Вечно зеленые субтропики, хороший климат, все растет. И, допустим, тот же Будда, он совершенно не случайно жил в предгорьях, в долине, которая выращивала рис еще 2000 лет назад. Потому что облака, которые идут с океана, сталкиваясь с горами, они поднимаются вверх и проливаются дождями. Соответственно, получается такая машина, климатическая машина, благоприятная для риса. Ему нужно много воды и жара. Поэтому, например, Капилавасту, это родина Будды, это традиционное место, где выращивают рис. А Индия, она тоже почти вся такая. То есть там она равнинная, но не важно. Важно то, что там все равно много воды. В муссоне накапливается, потом целый год ею пользуются. Жарко, плодородные почвы, все растет. И когда люди жили в таких условиях, у них не было постоянного напряга, постоянной борьбы, что-то там кому-то доказать или конкурировать с соседом. У них была возможность размышлять, у них было много свободного времени и не было постоянного стресса. Соответственно, у них было время задавать вопросы, которые обычные люди, занятые своей херней, они не задают. Что будет после смерти? Кто именно управляет моими мыслями? Почему эти мысли есть? А есть ли такие мысли у собаки? Эти все вопросы, они приходят в голову только людям, у которых достаточно свободного времени, у которых, грубо говоря, хорошее настроение. Поэтому ничего удивительного, что самая сильная философская школа, она здесь. Именно Непал или Индия? Индия, но Непал это можно назвать, условно говоря, горная Индия. То есть сюда мигрировало очень много хинду. То есть не индусов, а тех, кто... Хинду это же не просто религия, это мировоззрение, это, именно мировоззрение, правильное слово. То есть она включает в себя и космологию, и все, что хочешь. И философию. И Непал, он традиционно хинду территория. То, что последние, будем считать, 100 лет была миграция тибетцев сюда, это их очень небольшой процент. То есть когда Далай-лама убегал, в прямом смысле убегал из Тибета,
с ним ушло там по разным оценкам около 100 тысяч человек. Ну, не прямо с ним вместе, а буквально в следующие года, в следующие месяцы года. И это ушли далеко не бедные люди, это ушла вся элита, которая опасалась как бы за свою там жизнь, достаток и так далее. И эти 100 тысяч, они же как бы, ну, никуда не делись. Часть из них осталась в Непале, часть из них ушла в Индию. Вот, но... А вообще Непал не был как бы таким вот тибетско-буддийским. Это только последние вот сколько-то лет. Ну, пусть будет 100 лет. И до сих пор при монархии это вообще была официально хинду страна, то есть страна, у которой официально мировоззрение индуизм. А после того, как монархию свергли, кстати, между прочим, 10 лет назад, это самое, приняли... 2009. Да, 9 получается, да. Вот, приняли что-то светское государство, изменили. Вот, да. Идеи не рождаются в, как сказать, воинских частях или на зонах. Они рождаются в благоприятных условиях. И это как бы, ну, индийская философия лишнее тому подтверждение. Поэтому, приезжая сюда, можно, по крайней мере, попытаться как-то это прочувствовать. Понять. Да. И на своей шкуре испытать, что можно и по-другому. Или можно было по-другому, или еще можно по-другому. Или есть по-другому. Да. Вот. И знания, которые здесь люди, как сказать, выкристаллизовали или додумались, сформулировали, они, во-первых, это знание, оно не научно подтвержденное, не экспериментально подтвержденное, оно интуитивное. То есть максимум, что ты можешь послушать других людей и на своем опыте убедиться. Вот слово «убедиться», оно ключевое. В русском дурацкая коннотация, как будто нужно побывать в беде. Убедиться – это побывать в беде. Но на самом деле нет, это все игра слов. Но нужно именно... В английском это будет realize. То есть ты как бы сам... Почувствовал на своем личном опыте, что Да. горячо это горячо, холодно это холодно. Ну да, и что то, о чем, допустим, другие люди говорят, это не просто совсем бла-бла-бла или совсем как бы легенды, а что-то за этим стоит. И сейчас мы, например, знаем, да, что интуиция не является конечным фактором, но идеи плюс интуиция намного лучше, чем просто идеи. А идеи плюс интуиция плюс экспериментальное подтверждение – это истина. Но раньше экспериментального подтверждения особо не было. По крайней мере, никто эксперименты не ставил. Скажем так, не ставили эксперименты формально, то есть не было методологии, то есть там. Но было интуитивное знание. И вот одним из примеров то, чем Индия вообще всегда отличалась и будет отличаться от всех других, от греков, от римлян, от египтян, от кого угодно. Это то, что вот эти все ребята, они в основном изучали внешний мир. Греки с геометрией, египтяне тоже с геометрией, потому что Нил разливался, надо было как бы заново участки размечать. А римляне, они там воевали все больше. А Индия уникальна тем, что они, как бы правильно сказать, было модно, если угодно.
разбираться не в том, что снаружи, а в том, что внутри. И они первые, скажем так, по крайней мере, нам неизвестно никаких других источников, они первые обратились к вопросам, а чем состояние сна отличается от состояния бодрствования. А куда девается тот, кто все воспринимает, когда человек спит без сновидений? Или куда он девается, когда человек теряет сознание? Это все очень скользкие темы, потому что здесь все основано на словах. Что такое сознание? Что такое потерять сознание? Почему потерять? Почему не отключить? Ну, не важно. Важно то, что вот они задавались такими вопросами и искали ответы на эти вопросы. И они нашли несколько, скажем так, серьезных ответов и очень-очень много всякой херни. Вот, например, они постулировали, что есть четвертое состояние. То есть есть бодрствование, сон без сновидений, или та же анестезия, или потеря сознания. И индусы постулировали, что есть четвертое, которое еще более явное, точнее, более реальное, чем состояние бодрствования. Это, разумеется, чушь. Но, тем не менее, вот красивая теория. И это состояние, с их точки зрения, достигается в медитации. А медитация – это всего лишь навсего, ну, точнее как, есть очень много определений, что это такое, есть целая индустрия, которая ее продает. А если убрать индустрию и убрать неправильное определение, то правильное определение сводится к тому, что это поэтапное или многоуровневое отключение всего лишнего. То есть сначала отключаются элементарно физиологические какие-то состояния. То есть, например, если ты через ровное дыхание, через осанку, через правильное, как сказать, положение тела, человек успокаивается в прямом смысле. То есть он приводит тело в норму. И когда тело нормально продышалось, когда ему нигде не давит, ни жарко, ни холодно, сознание про него забывает, как будто его и нет. Это одна из стадий, это первая стадия. Когда с телом более-менее разобрались, есть органы чувств. Ну и, соответственно, все, что с ними связано. То есть там птицы орут, солнце светит, дети вон купаются. То есть сознание занято внешним какими-то Факторами. да, сенсорикой. Это тоже, по идее, останавливается следующим этапом. То есть просто на время человек отворачивается от всего остального и просто перестает обращать на это внимание. И вот такое состояние, оно совершенно не новое, его все знают. Человек, когда чем-то увлечен, он не видит совершенно ничего вокруг, особенно дети. Вот они-то могут там увлечься чем-то, и хоть ты ори, хоть ты топай, хоть весь дом сгори, они даже не заметят. То есть это состояние, оно вполне естественное. Никакой эзотерики, ничего сверхъестественного нет. А дальше уже чуть-чуть сложнее. То есть, отворачиваясь от всего внешнего, что остается? Это, кстати, тоже такой вопрос, который в Упанишадах люди друг другу задавали. Вот. И остается, понятное дело, мысли в голове. А мысли в голове – это, как сказать, очень похоже на стиральную машину, в которой все время вращается грязное белье. Только вместо грязного белья там слова. Они вращаются. Вот. А до них еще есть эти самые эмоции. То есть от них тоже никуда не деться. Эмоции есть. Их тоже нужно отключать. И, в общем, последовательное отключение всего. Самое сложное — отключить мысли, потому что они, по идее, не должны надолго останавливаться. Вот. Но когда отключаются они,
вопрос, а что остается? И вот хинду, да даже не хинду, какие хинду? Правильно будет сказать индусы. Вот во времена Упанишад никакого хинду не было. Вот они вот этим методом последовательного выключения и последовательно убирая все лишнее, они пришли к тому, что есть нечто, что нельзя убрать, не получается убрать. А дальше они говорят так, что вот есть мир, который является постоянным изменением. И все, что меняется, все, естественно, не может быть основой, не может быть Фундаментом. сущностью. Поэтому они говорят, все, что меняется, это все не я. Ну, потому что как? Вот я есть, да, допустим, когда я сплю и не вижу снов, меня нет. Что же это такое? Значит, это не я. Или когда, вот, допустим, я постоянно болтаю там внутри головы своей о чем-то, а потом бах, и это выключилось. Значит, это тоже не я. И этот принцип, он, сейчас он называется нети-нети. То есть не это и не это. Не это и не то. Вот. И они тогда, они назвали это атман. То есть некий аспект, который не меняется, не исчезает, и с которым они ассоциировали себя. То есть это не личность, это не прошлое, это не образование, это не язык, это не индивидуальность. Это то, на чем вся эта херня держится. Сейчас современным языком более правильно назвать это, по-русски это будет «сама жизнь», а по-английски будет «life itself». То есть жизнь как таковая. И вот это вот ассоциирование себя не со всякой фигней, а с самой жизнью, там как бы сразу несколько... В общем, много чего сразу открывается. Во-первых, приходит понимание, что вот эта вот сама жизнь, она одинаковая и в вороне, и в стрекозе, и там, я не знаю, и во всем живом, что они могут видеть. Да, допустим, в бактериях это не так, но так они бактерии не видели и не знали про них ничего. Хотя на самом деле, понятное дело, в бактериях жизнь точно такая же, как и в нас. Во-вторых, есть понимание, что раз я не вот это вот все вокруг, не социальная движуха, не социальный статус, и даже не знание, ни опыт, ни прошлое, ни будущее, то когда человек вот очень как бы убеждается в том, что да, вот он на самом деле, вот это, просто вот эта жизнь, процесс, то все вот эти движухи, они в какой-то момент перестают его волновать. А перестают каким образом, вот как у нас говорят, да, там засохнет, само отвалится. Вот они сами отваливаются постепенно. Человек, который перепрограммировал себя на то, что он не является там ни частью социума, ни сыном своего отца, ни уж тем более там каким-то там, родиной, чего-то там, солдатом или кем-то. От него самопроизвольно все это отваливается, засыхает и отваливается. И он становится частью единого общего того, что, опять же, в Упанишадах называется Брахман. Брахман. И в таком состоянии намного лучше жить. И вот этот путь через слушая других и самостоятельно убеждаясь в том, что да, похоже, что-то за этим есть, это как бы часть, первый этап, первая часть того пути, который там и Будда проходил, и много-много кто еще, и который до сих пор здесь доступен для прохождения. То есть любой человек может приехать, независимо от того, сколько тысяч лет прошло между первыми людьми, которые в Упанишадах вот примерно это же самое все и высказали. До сегодняшнего дня. Не важно, сколько прошло времени, важно то, что каждый человек, если захочет, он может взять и приехать
и этот же путь пройти и убедиться. И решить для себя, так или не так, верно или неверно. Вот. А зачем вообще все это делать? Почему это интересно? А потому что до сих пор, несмотря на всю науку, на все томографы, на все, на все что угодно, на все 2000 лет, которые были, нет не найдено ни одного противоречия вот этим вот упанишадским раскладом или историям, что да, действительно, мы не то, что мы привыкли Думать о себе. Да, о себе думать и считать. Другое дело, что, допустим, вот здесь очень важно вот эту тонкую грань как бы поймать и не испортить. Потому что, например, в какой-то момент нужно остановиться и сказать «да». Вот я убедился в том, что я не это, и все. Как только ты начинаешь говорить, что ага, так я, значит, Вот то-то, то-то, то-то. то-то, а я, значит, создатель, я, значит, эквивалентен создателю, я, значит, сама Вселенная, вот это уже все, это уже другая крайность, это называется уже отсебятина. Эго. Да, это отсебятина, опять же, да, форма эгоизма, и уже как бы баланс теряется, и человек падает просто в другую сторону. Он начинает выдумывать. А прелесть Упанишад в том, что они не нагромождают концепции друг на друга, они наоборот, они их разгребают, оставляя то, что остается, то, что нельзя убрать, то, что нельзя выкинуть. Поэтому все, естественно, Упанишады и индуизм, он породил бесчисленное количество теорий, школ, философских, религиозных, каких угодно. Буддизм в том числе. А у буддизма, само собой, еще свои разновидности и формы. Но вот принцип самый важный, он остался. Что мы не нагромождаем концепции, а мы убираем лишнее. И до тех пор, пока мы этому принципу следуем, все получается. А как только мы начинаем нагромождать, все пропадает, и вместо этого мы получаем не знаю, да все что угодно. Тантры, мантры, мандалы, все что угодно остальное. Идея, да, и реальность заключается, точнее, не реальность, а возможность заключается именно в том, чтобы, да, убедиться, что, возможно, все, что человек о себе думает, это, привык о себе думать, это на самом деле фуфло, а реальность чуть-чуть другая. Ну и вот сам факт, что где-то здесь, недалеко, люди, будем считать, 3000 лет назад, хотя нет, Будда 2,5, 3-4 тысячи лет назад, к чему-то такому пришли, вот хотя бы ради этого и стоит сюда приезжать. А вовсе не за, я не знаю, дешевым пивасом или что-то такое.